Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня очередная часть видео о моих раскрасках, о моей коллекции. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я приготовила очередную стопку раскрасок. Покажу вам их. И, конечно же, мы полистаем, посмотрим, что раскрашено. Некоторые раскраски у меня уже очень давно, поэтому видно, как я раньше раскрашивала, как потом раскрашивала. Ну, в общем, будет интересно. По крайней мере, я с удовольствием пересматриваю. Что-то хочется оставить как есть, даже если это совсем примитивно. Что-то хочется исправить. Ну, в общем, ладно, давайте приступим. Сначала покажу вам арт-раскраски, значит, ночные мотивы. Это раскраска на черном фоне, мне ее очень хотелось, но в итоге почему-то я в ней мало раскрашиваю. При этом она мне нравится. Здесь я вот так раскрасила карандашами. Какими, не помню. Возможно, ну, это, наверное, Брутфунер, это может быть Vista Artista. Ой, нет, не Брутфунер, а, господи, Полихромос, короче. А вот это Vista Artista может быть, а может что-то другое. Вот еще у меня две иллюстрации раскрашены. Ну, черный фон, конечно, это очень эффектно. Magic, он тем более оживляет иллюстрацию. Ну, много всего, поэтому, конечно же, не доходит до всего руки. Вот еще у меня тут иллюстрация. Далее. Вот такая. Как говорится, ожидание — реальность. Потому что представляешь себе все по-другому. Вот это я раскрашивала, это одно из, так сказать, крайних. Далее, кстати, да, ночные мотивы, это надо отложить на полку с раскрашенным. Если что, я снимаю 16 апреля, а видео выйдет гораздо позже, может быть, тут еще будет что-то раскрашено. Оптические иллюзии. Ну, это, по-моему, вторая моя раскраска из этой серии, могу ошибаться. Первая — узоры в стиле хиппи, и там была достаточно неплохая бумага. Правда, я там раскрашивала вроде как карандашами. Вот. Но здесь бумага оказалась совершенно другой. Все протекает. Но вообще надо бы к ней вернуться. Но она меня подразочаровала. Поэтому... Ну и потом, опять же, много всего другого появилось. И раскраски по номерам, и то, и сё. Поэтому... как-то оно у меня лежит. Не, ну тем не менее, как видите, здесь пораскрашено. Это все просто без... Конечно, можно раскрасить очень интересно. Вот этот цвет, он прям реально выцветает. Так обидно, вроде лежат же раскраски, ну, на полке. Единственное, что там, где у меня стеллаж с раскрасками, у меня там стена отапливается. С другой стороны, там же и окно, значит, и по другой стороне батарея, но я не знаю, как это объяснить, честно говоря. Не, ну а с другой стороны, а что, не ставить ничего туда? Вот что туда еще можно поставить? Ну вот у меня здесь длинный-длинный киевский стол, и дальше вы знаете, что стоит стеллаж. Ну, соответственно, ну а как еще? Вот, что туда можно? Мистические создания. Раскраска неплохая, я бы сказала, интересная. Наверное, раньше, первое время, я бы ее покупать не стала, потому что я считала, как и многие, что нужно каждый элемент прокрасить. Вот, и я бы не захотела с этим возиться. Вот такой кролик у меня был раскрашен. Это первое, что было здесь сделано, и мне, в общем-то, нравится.
Вот. Но потом, когда я уже стала по-другому раскрашивать и красить больше карандашами, то, в принципе, я все это дело пересмотрела. Кстати, мне вот... Ну-ка, где этот кролик? Его, что ли, надо пройтись, наверное, салфеткой, потому что вот здесь все блестит. Раскрашено гораздо проще, а за счет блеска мне нравится. Вот. И что там... Вот еще вот это у меня здесь раскрашено. Вот. Но в целом хорошая раскрасочка, но это нужно вот так с ней посидеть. Далее у меня есть раскраска «Открытый космос». Я взяла сразу же две и сделала из двух одну, чтобы можно было спокойно раскрашивать маркерами. Вот. Но я ее так еще и не сшила. И интересно, что мной руководило, что я так сделала. Давайте посмотрим. То есть у меня впоследствии планируется все склеить. То есть вот здесь я раскрашивала маркерами. Я, кстати, ко дню космонавтики мы с Оксаной делали свой ежегодный совместник «Путешествие к звездам», и я забыла про эту раскраску. Вот. Ну, как видите, с этой стороны все это будет склеено. Дальше вот здесь раскрашено, но тут у меня даже было карандашами, я решила оставить. Дальше это все склеится. Или как-то так. Стоп. Ну да, получается, что это будет раскрашено, это будет склеено, здесь раскрашено, ну и так далее. Вот. Это я не знаю, я не буду уже считать, куда попадет, в раскрашенное или в склеенное. Вот, у меня тут немного, на самом деле. Совсем немного сделано работ. Хотя я очень хотела эту раскраску. Ну да ладно. В любом случае, она вот у меня сейчас такая толстенькая, потому как маркерная. И вот из этой серии узоры в стиле хиппи я, кстати, еще очень хотела раскраску, знаете, какую? Русские сказки. Но я ее потом, ну, в общем, нигде не могла найти, но это не проблема, потому что, в принципе, это не так, что я прям вот хочу. А в целом, если бы я где-то увидела, меня бы устроила цена, я бы купила. А когда я покупала данную раскраску, она у меня была самая первая, ну, я совсем простенько раскрашивала, сейчас бы я по-другому раскрасила, но вот как есть. И, в принципе, вряд ли я что-то буду здесь менять, по крайней мере, вот тут так точно. Здесь бумага относительно приличная, отличается. Здесь вот я не помню, почему так бледно. Не, ну в жизни поярче, но как-то все в пастельных. Нет, но это вот я точно так хотела. Не знаю, вот здесь, может быть, я что-то и поменяю. Тут все довольно ярко, но тут мне кажется, что акварельные карандаши, скорее всего, Лира Осирис были. Ну вот это мне нравится. Вот еще. Это уже попозже я раскрашивала, когда у меня BG металлик появились, и я вот все цвета здесь задействовала. Вот это, в принципе, это одна из первых, что было раскрашено. Ну, не совсем прям первая, но вот в то время. Я просто люблю стиль хиппи. Мне это, ну, в принципе, близко. Не скажу, что совсем-совсем, но мне это нравится. Здесь это давно было раскрашено, как-то бледновато. Вот это мне нравится, пожалуй, это тоже одна из немногих иллюстраций, которые вот прям я увидела и тогда захотела приобрести раскраску. И я прям вот захотела вот это вот так черным. Я очень люблю черную плитку. Вот. Но это как раз в духе того времени, в принципе. Вот. Вот здесь я даже раскрашивала вот гелевыми ручками и фломастеры использовала. В целом все прилично. Тоже тогда было раскрашено. Ну вот видите, совсем как бы простенько. Может быть, я немножко оживлю иллюстрацию. Вот это вот.
То есть не то, чтобы я буду как-то это сильно менять, но, знаете, добавлю теней. Вот здесь вот явно не хватает этого всего. А вот это, конечно, я, наверное, точно поменяю немножко, потому что раскрашено совсем-совсем просто, а мне эта иллюстрация нравится. Типа палатка, что-то такое, а я это очень тему люблю. Вот здесь мне нравится. У меня даже получились на тот момент, я не умела делать переходы, но здесь немножко, вот видите, так, переход темное, светлое. Вот, на тот момент я прям была очень собой довольна. Здесь мне в целом понравилось, пусть даже все полосит фломастеры. Гелевые ручки я тогда вот уже начала добавлять только на контур. И мне это понравилось, потому что в данном случае ручки прям по-другому, ну, как бы максимально выдают свой блеск. Вот это мне тоже иллюстрация очень понравилась. Здесь я не доделала. И напрасно я, конечно, тогда взялась за эту иллюстрацию. Я не скажу, что сейчас я бы прям как-то вот, как у меня это в представлениях, да, как в фантазиях, но все равно значительно лучше. С другой стороны, я вот не помню, по-моему, я здесь, ну вот здесь вот есть фломастеры, где-то карандаши. Может быть, ну, посмотрим, может быть, потом я что-то переделаю. Вот, а раскраска вообще очень хорошая, такая прям, знаете, атмосферная. А дальше покажу две раскраски вот из серии Релакс. Релакс раскраска. Зим это снежная у меня. Покупала ее на складе рублей за, наверное, за 25 или за 15. Тут вот добавляла блестки. Бумага, как ни странно, очень приличная. По крайней мере, детская акварель здесь ведет себя нормально. Ничего такого плохого. Здесь перламутровая акварель. Еще немножко, видимо, Виста Артиста акварельных карандашей. Блесточки. А вот тут вот с удовольствием раскрашиваю зимой. Вот еще такая иллюстрация. А вполне можно покупать эту серию. Вот, видимо, в эту зиму красила. Неплохо. И здесь вот такие уютные, простенькие отдыхалочки. И в целом можно, я говорю, вот красить спокойно. Зимняя раскраска из этой же серии. Тоже вот тут. Ну, тут у меня акварельные карандаши, и просто карандаши, и перламутровая акварель. Немножко гелевых ручек вот есть. Такая иллюстрация, она прям вообще... Сейчас я попробую показать. Вот блестки, да, они блестят, но, знаете, без камеры, когда смотришь, они вообще вот такие голографические, луч вот эти серебряные. Вот, плюс тут, конечно, гелевые ручки по контуру немножко. Так, как бы мне показать? Ну, просто хочется, знаете, передать вот эту атмосферу. Ну, здесь примерно все те же материалы, тоже поблескушки все эти. Естественно, что можно просто взять одну раскраску и за зиму всю ее раскрасить. Но я не спешу, растягиваю удовольствие в том смысле, чтобы каждый год снимать какие-то разнообразные видео с разными раскрасками. Здесь вот одна из крайних работ, это то, что тут еще аутлайнеры, как видите, очень интересно смотрятся. То есть серебро и основной вот этот цвет проявляется. Вот такая у меня тут раскрашена. Вот еще. Тоже, в принципе, нормально. Хорошая, в общем, раскраска. Так, что у меня есть еще из серии релакс раскрасок? Есть у меня цветочные мотивы. Ну, я почему стала приобретать эти раскраски, потому что поняла, что здесь хорошая бумага. За счет вот этих, и сейчас еще одну покажу, я ее с собой не взяла, но сейчас я ее сниму с полки, в общем. Но я не листала, по-моему, ее. И, короче,
Ну, в общем, я раскрасила вот здесь. Ну, какая-то такая у меня разочаровашка, потому что хоть я обожаю цветы и все такое, но что-то не совсем мой стиль. Дальше у меня есть еще из этой серии тропики. Вот крокодила раскрасила. Господи, какой он очаровательный. Вообще крокодилов обожаю. Крокодилов, лягушек, тритонов, саламандр, всяких ящериц и паучков. Вот змей боюсь. Даже ужей. Ну, правда, на даче я их кормлю. Не знаю, может быть, либо в лайв-влог вставлю какие-нибудь видосики старые, где у меня есть вот такая иллюстрация. Не, ну вот здесь получше стиль, попонятнее. Также из этой серии у меня есть сады, раскрасочка. Мне вот с конца как-то удобнее листать. Мне не принципиально журнальные раскраски. Так вот. Это, в принципе, нравится. Нормально. Это акварель. Мне не принципиально журнальные эти раскраски, российского издания, иностранного. В принципе, ну, иностранных у меня не так много, но они есть как бы, но я как-то не выделяю их особо. Почему не выделяю? Потому что по качеству бумаги, по печати есть как хорошие, так и не очень хорошие. Я показывала вам в одной из частей Златовласку. То есть, в принципе, единственное отличие иностранных раскрасок от наших, то, что там, наверное, в других странах большая клиентоориентированность. Особенно во Франции, в Америке. Но с Францией все это дело пошло. Вот. И там просто больше разнообразия, чем у нас. Потому что у нас очень часто переиздают одно и то же, одно и то же. Новая обложка, новое название и опять вот та же компоновка. Вот это, конечно, у нас минус большой, а так-то, в принципе. И, собственно, вот, еще релакс-раскраска. Она, наверное, знаете, у меня появилась первая. Вот я ее покупала рублей за 25 или за 15 на складе сначала. А потом вот те две, зимнюю и снежную. И здесь совершенно потрясающие мандалы. Ну вот есть такие, конечно, которые я не очень люблю, но есть вот такие в моем стиле, скажем так, которые мне нравятся. И в общем, я ее с удовольствием раскрашиваю. Да, сейчас меньше. Вот здесь и гелевые ручки в том числе. И все нормально. Ничего как бы критично не протекает. Никаких таких вот напастей не переключается. Так, у меня здесь скотч. Ладно, я его потом аккуратно отклею, если отклеится. Единственное, что, конечно, я первое, что делаю, это раскрашиваю вот фломастерами. А сейчас вот я подумала, что такие вот мандалы, которые не совсем мне заходят, да, то, что вот это, можно было бы пораскрашивать акварелью. Но, учитывая, что здесь уже фломастеры, этого сделать не получится. Вот. В общем, эта раскраска очень хорошая. Я иногда и дарила там девочкам, но потому что считаю, что достойно. Вот здесь вот Монделуза. И я не помню, по-моему, с небольшим размытием, а может без размытия. Здесь вот, может быть, Muppet Jungle. Это гелевые ручки, я ими, по-моему, раскрашивала кисточкой, выдувала чернила. Ну вот интересные мандалы, очень интересные, достойные. Вот. И потом я уже понимаю, что это классная серия, купила зимнюю и снежную. Еще раз убедилась, что бумага достойная. И потом купила, не глядя, вот эти сады, тропики, цветочные мотивы и как-то вот не очень. Есть у меня еще с лабиринта вот такая раскраска королева танцев, ну, потому что это моя профессия, поэтому я решила взять. Ну, тут представлены разные танцы. Я вот такую раскрасила.
вот это. Ну, тут я дорисовывала пол. Здесь тоже дорисовывала. Кстати, я думала, что я здесь меньше раскрасила. Но оказывается, нет. Ну, в общем-то, это раскраска детская, но я думаю, мы видим, что иллюстрации такие, что и взрослым будет раскрашивать интересно. То есть я уже показывала про моду раскраску из магазина Верный, что она очень достойная. То есть бывают там тоже продаются совсем-совсем детские, прям реально для детей. Хотя, опять же, если взрослый умеет рисовать, то можно раскрасить так классно, что вообще. Вот. Я еще взяла несколько раскрасок, которые хочу вам показать, но они скорее будут по-быстрому. За 35 рублей со склада у меня есть путешествие, арт-краски серия. Ну, я редко на самом деле соединяю, может быть, знаете, буду брать в дорогу. Так, что-то у меня, наверное, тут я посоединяла. Да, вот. Вот там я соединяла что-то. Ну, я думаю, что это хорошо именно в дорогу, потому что не всегда получаются хорошие иллюстрации после, тем более, которые хочется раскрасить. И, собственно, жаль потраченного времени. Вот, но скоротать время в дороге, например, очень даже неплохо. А вот рисование по точкам, это мне больше нравится, потому что, да, это номер 2 за 19 год, апрель-май. Я купила вот один раз эту раскраску, но мне ее и хватит, я больше не буду покупать. Вот, просто увидела в киоске впервые, думаю, дай возьму. И могу сказать, что хорошая раскраска, а первое время она так мне вообще зашла. По-моему, она. Нет, знаете что? У меня была первая раскраска из этой серии какая-то другая, мне кажется. Или, может быть, у меня две вот из этой серии. Надо посмотреть. Но суть в том, что здесь, как видите, я тоже вот соединяла, потому что, ну, я уже ничего не раскрашивала. Так как, в принципе, у меня достаточно, как вы уже поняли, по частям раскрасок, чтобы еще это раскрашивать. Но вместе с этим я вот так вот посоединяла. Не знаю, здесь что-то еще есть или нет. Тут вот я начала соединять небольшую иллюстрацию, соединила точнее. Вот. Она мне, в принципе, зашла. Есть у меня еще из этой серии «Нарисуй и раскрась по точкам». Вот. Вот она у меня как раз-таки была первая. Здесь я просто хамелеошу соединила. Вот. Вообще начинала я вот с этого. И в то время, как раз когда она у меня появилась, я прям, вы знаете, раскрашивала. Мне прям это зашло. Это было перед Новым годом. Я не помню. По-моему, это был конец... Так, сейчас... Наверное, это конец 18-го года, встреча 19-го. Вот как раз-таки я в начале, на этих новогодних праздниках, вот я обводила, раскрашивала, пусть по-простенькому, вот эти две. А дальше вот как раз мы встретили с моей пожилой соседкой из другой квартиры, она ко мне приходила, мы встретили Новый год, потом она пошла к себе спать, и я села и еще раскрасила русалку с дельфинчиками, но уже я не стала раскрашивать, потом вот совушку соединила, здесь посоединяла, но уже потом приняла просто решение. Здесь вот видите и клоуны, все такое, то есть опять же у меня здесь я так основательно посоединяла, но решила ничего не раскрашивать. Хотя, кто знает, может быть, потом как-нибудь я что-то и придумаю, вот, но в целом она мне нравится. Но вот это скорее такой вот какой-то прям вариант совсем скоротать время. Еще у меня есть вот от магазина «Утконос» журнал «Декабрь 2019 года» «Отличный день». Но здесь в основном они рассказывают про свою продукцию, там еще что-то.
Я просто делала заказ, и они мне вот прислали. И я посмотрела, с обратной стороны есть раскрасочка. Ну, одна картинка, но я раскрасила. Я здесь использовала... Сейчас, минутку. Я использовала здесь, в общем-то, по-моему, с блестками фломастера, еще что-то. Ничего не протекло, хотя я думала, все протечет, но мне, в общем-то, жалко-то не было, потому что это вот просто такое все рекламное. Но, на удивление, ничего не протекло, потому что она такая... Ну, журнального образца бумага такая, не сказать, что прям глянцевая-глянцевая, но все-таки. Так что вот. А еще как-то я думала, купить мне Creative Heaven по номерам или нет, зимнюю раскраску. Думала и решила, что сначала распечатаю. Нашла в группе ВКонтакте распечатку, но не все раскраски, а там было, по-моему, иллюстраций 6. Ну, я их распечатала. В итоге раскрасила с горем пополам вот эту одну, поняла, что что-то я не хочу, и все, и не стала покупать. Вот. Так что я, знаете, к распечаткам отношусь именно так, что если что-то принципиально для себя новое, то неплохо распечатать одну иллюстрацию, например, попробовать раскрасить и потом принять решение. В этом, в общем-то, нет ничего противозаконного. Да, когда просто скачивают на халяву, я считаю, что нарушают права, потому что это работа иллюстратора. А вот именно попробовать, почему бы и нет. Ладно, это видео я буду завершать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть вас радует и канцелярия, и раскраски. Всем пока-пока.